Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Счастлив и здоров тот, кто нашел в своей голове и рукам занятие. Не хватает в жизни счастья? Достаем пакет с лоскутками. У меня остались кусочки мебельной ткани. Вы помните, в мебельном салоне я выпросила образцы обивочной ткани. Цвета разные, очень красивые. Одна загвоздка, маленький размер и следы клея. Места со следами клея вообще никак не будем использовать, просто отрежем. Из этих кусочков я смогла вырезать квадраты 21 на 21 сантиметр. Разберем их на две стопочки по 4 квадрата. Так мне удобнее работать. Сложим ткани ровной стопкой. На самом верхнем нарисуем линию разреза, а потом очень аккуратно, чтобы ничего не сдвинуть, разрезаем по этой линии все остальные ткани. Сразу все 4 лучше не резать. Сначала одну, можно 2, чтобы ничего не сместилось. А потом также рисуем и вторую линию разреза. Теперь у нас детали разделаны на 3 части. Тщательно проверяем, чтобы все было ровно. Складываем их вместе и делаем еще один разрез. Самое главное, чтобы все маленькие детали были одного размера. А теперь приступаем к очень интересному процессу. Из этих мелких кусочков складываем новые заготовки. Главное следить, чтобы рядом были кусочки разного цвета. Перекладывайте и переставляйте так, как вам хочется. Чтобы ничего не перепутать, можно переложить эти заготовки на листы бумаги, сложить стопочкой и убрать в сторонку, освободить рабочий стол. Продолжим работать со второй частью квадратов. На одном из них есть следы клея. Можно эту часть отрезать и заменить другим хорошим чистым кусочком подходящего цвета, а все остальные ткани резать по этой линии. Мне повезло, что только один кусочек оказался с таким браком, а так бы пришлось подбирать подходящие по цвету из обрезков. На этой стопке квадратов можно сделать больше разрезов. Смотрите сами, как вам будет удобно. Я дала идею. А я эту стопочку разделила на 8 частей. Также собираем мозаику. Если у вас нет больших кусков ткани, можно сделать бумажную выкройку, шаблон, разрезать ее на маленькие детали, а дальше уже подбирать и выкраивать из остатков ткани. Ткани у нас плотные, мебельные, и если шить их как обычно, то получаются очень толстые швы. На помощь придет клеевой флизелин. Подготовим из него квадраты 21 на 21 сантиметр. Теперь очень важные технические тонкости. Флизелин клеится очень горячим утюгом, а мебельная ткань – синтетика, которая от горячего утюга плавится. Поэтому очень аккуратно мелкие детали лицом вниз перекладываем на мини-гладильную доску. Укладываем их очень плотно, чтобы не было зазоров. Сверху закрываем клеевым флизелином, естественно, клеевым слоем вниз. Чтобы утюг не поплавил все и не испортил, все закрываем куском марли. Клеевые материалы бывают разными. Некоторые фиксируются влажными, другие только сухими. Сегодня у меня в работе флизелин, который клеится сухим, поэтому марля сухая. Как работать? Поставили утюг и держим несколько секунд, чтобы все прогрелось. Потом очень аккуратно переставляем его в другое место.
дожидаемся остывания ткани, а потом только убираем марлю. Так мы проклеиваем все заготовки. Новые квадраты с новыми рисунками получились все разные, а дальнейшие соединения деталей будем делать при помощи бейки. Бейка самая простая, прямая. Для дальнейшей работы нужна бейка. Простая, прямая полоска ткани шириной 3 см. Нам надо ее подготовить к работе, сразу загнуть края. Сделать это довольно просто. Не надо покупать никаких специальных приспособлений. Для этого воспользуемся мини-гладильной доской. Подвернем оба среза внутрь и сгиб прижмем булавкой. На расстоянии 15-20 см также зафиксируем и другой край. Утюгом прогладим уже подогнутые края. После этого поставим его на бейку и потихоньку потянем за один конец. Протянем всю длину бейки под горячим утюгом. Подготовленными бейками будем закрывать стыки. Просто накладываем сверху и пришиваем прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края. Сначала одну бейку, потом другую, а потом и третью. В одной из предыдущих работ я сначала соединяла детали, проходила по стыкам зигзагом. Смотрите сами по той ткани, с которой вы работаете. В прошлый раз у меня в работе был драп. Его надо было дополнительно укрепить. А сегодня плотная мебельная ткань. Она не сыпется. Прошитые квадраты надо подровнять, ведь все равно возможно смещение тканей. И сделаем предварительную раскладку по 4 квадрата. Стыки с изнаночной стороны проклеим, соединим флизелином. Достаточно полосок. Получились 2 хорошо проклеенные заготовки. Стыки также закроем бейками. А теперь переходим к следующему этапу. Одна деталь у нас готова. Ее уберем в сторону. Она будет сверху. А на другой детали сделаем застежку-молнию. Для этого один край подвернем на 4 см, проутюжим и сначала приметаем иголкой с ниткой, а потом прошьем на машинке одну сторону застежки молнии. К другой части молнии мы пришьем полоску ткани. Сначала иголкой с ниткой, потом на машинке, а потом еще и дополнительно отстрочим. Подровняем обе детали, отрежем лишнюю ткань и конец молнии, сколем булавочками, чтобы ничего не смещалось, и прошьем по периметру на швейной машинке. После этого обработаем край бейкой. Как это делать, я подробно рассказала в предыдущем видео. Остается только вставить внутрь подушку. Получилась она сдержанно благородная, такая розово-пурпурно-фиолетовая. Конечно же, многое зависит от выбора ткани. У меня в работе была бархатистая мебельная ткань, а полоски я выкраивала из старой рубашки из искусственной замши, тоже очень приятной на ощупь и удобной в работе. Я очень довольна. Из ненужных лоскутков сотворила чудо чудесное. Вам всем желаю творческого вдохновения. Творите и вытворяйте прекрасное. Будьте счастливы. Творчество заразительно. Распространяйте его. Нажмите на класс, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!